Всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим MIDI-клавиатуру Arturia Minilab MK2. Что такое Minilab MK2? Это компактный и очень функциональный MIDI-контроллер для современных музыкантов. Он подойдет начинающим, гастролирующим и вообще играющим клавишникам. А почему? Потому что, несмотря на то, что вот он такой маленький и клавиши уменьшенные, они, тем не менее, чувствительны к силе и скорости нажатия, и это очень важно. Помимо этого, вот здесь присутствует разъем для сустейн-педали. Тоже очень важно, потому что редко встречается разъем для сустейна вот в маленьких клавиатурах, а он бывает очень необходим. Тем более этот разъем можно переназначить как угодно. По умолчанию он работает как сустейн-педаль. Вы также можете назначить на переключение патча или, допустим, запуска плейбека, к примеру. Ну и также большое количество энкодеров и пэдов дает вам возможность полного управления вашим софтом. Помимо этого, приобретая всего за 10 тысяч рублей вот такой MIDI-контроллер, вы покупаете сразу с ним 3 программных инструмента. Это Analog Lab Lite версия, Ableton Live Lite и Grand Piano. То есть у вас полный комплект для того, чтобы начать ваше творчество, выступать активно и вообще все что угодно. Мы подключили MIDI-клавиатуру по USB к ноутбуку и открыли программу Analog Lab. Она работает standalone и также работает во всех известных редакторах. И выглядит вот абсолютно так же везде одинаково. Мы говорили о том, что все перенастраивается так, как вам это нужно. Вот в данный момент все настроено для управления Analog Lab, и это очень удобно. Здесь и переключение по пресетам, по каким-то глобальным настройкам и по эффектам. Как это все настраивается? Вы скачиваете приложение MIDI Control Center, и вот здесь вот уже определился наш контроллер. Вот как мы говорили, допустим, по разъему Sustain. Нажимаем, выбираем его. И вот в этом разделе, пожалуйста, любой параметр, который вы хотите назначить, будь то управление апартамента, сустената и так далее. Также, к примеру, вот, допустим, выберем 8-й энкодер и его действие. В данный момент он управляет Decay Time. Вы можете выбрать управление Vibrato Rate, также, допустим, сустейн, апартамента, все что угодно вот из этого списка. В общем, все это на лету и очень удобно. Сейчас мы эту программку закроем. Также непосредственно вот уже в работе с синтезатором, к примеру, вот мы выбрали синтезатор ARP 2600, и вот этот энкодер назначен на резонанс фильтра. Если вы хотите его переназначить, мы нажимаем на редакцию инструмента, нажимаем, сейчас на управление, и вы видите, наши энкодеры загорелись вот таким цветом. Выбираем. Теперь загорелись все остальные органы управления на самом виртуальном инструменте. Выбираем любой из параметров, он горит красным. Все, вот с данного момента этот энкодер работает на управление данным параметром. Как вы видите, ползуночек ходит. Поменяем, допустим, на соседний параметр. Выбираем нужный энкодер, нужный параметр, закрываем. И, как мы видим, все работает. В Analog Lab огромное количество качественных пресетов. Также вы можете создавать свои пресеты. И помимо этого вы можете скачивать уже готовые пресеты. Они есть платные, есть и бесплатные. Делается это очень легко с официального магазина Arturia. Но я предлагаю сразу перейти к режиму мульти. Это совмещение двух инструментов в одно. Итак, выберем первый попавшийся пресет
И вот у нас пианино с подкладом. Обратите внимание, под списком вот пресетов появились такие как папочки, да, это Live, Part 1 и Part 2. Мы нажимаем на клавиатуре кнопку Pad, и вот эти первые 3 пада у нас работают как раз переключение. Первый — это партия первая, и все изменения, точнее все нобы сейчас будут конкретно касаться этого первого инструмента. Когда мы переключаемся на второй инструмент, нобы настроены на изменение второго инструмента. Когда мы нажимаем на третий, мы попадаем в меню Live, где у нас посылы на 2 эффекта и громкости 2 инструментов. Итак, мы сейчас все это выключим. И также вот эти 2 энкодера отвечают за панораму. Итак, выводим первый и получаем громкость первого инструмента. В нем в самом уже достаточно много обработки, но еще есть и посыл на обработку. Вы слышите, появляется дилей. Также добавляем громкость второго. Вот так вы можете варьировать от одного звука к другому, плавно убирая и добавляя нужный вам звук. Если нужно быстро изменить звук, то есть вы поняли, что вот сейчас подклад вам больше не нужен, нажимаете, выбираете любой звук. Также первый поменяем. Посмотрим, что у нас в настройках, вот, допустим, первого звука. Сейчас второй из звука Sam синтезатора выключили. Остался Profit VS. Так, и я думаю, наверное, посылы на эффекты тоже выключим. Итак, вот у нас такой подклад. Переходим, нажимая первый пэд к настройкам первого инструмента, и у нас есть фильтр резонанс. Так, что здесь у нас еще? Матрица. И такой длинный хвост от дилея. Тут есть возможность сохранять и делать ваши плейлисты. Причем перетаскивание в плейлисты происходит в одно мгновение. Вот мы, допустим, выбрали нужный нам звук. И вот он стоит не первым в списке Stage. Итак, у нас есть плейлисты. Вот, допустим, плейлист Best. Давайте создадим новый плейлист. Нажимаем, называем его Best
Best 2. И перетаскиваем туда нужный нам звук. К примеру, возьмем еще из синтезаторов, ну вот Сэм, звук лида. Также перетаскиваем его в Best. Ну и какой-нибудь Ворли. И тащим его также в Best 2. Открываем, и вот наши звуки. Как вы видите, довольно-таки большое количество звуков вы можете сохранить в ваш плейлист. И, соответственно, и плейлистов тоже большое количество можете создать. Также между звуками, звуки потом по порядку редактировать так, как вам это будет нужно. Если у вас сложилось такое впечатление, что эта MIDI-клавиатура создана только для звуков в Arturia, это абсолютно не так. Вот мы открыли Logic, взяли самое простое электрофано. Но вы уже слышите то, что это все звучит. Давайте попробуем назначить какой-то параметр на один из энкодеров. Нажимаем, так, откроем сначала плагин. Ну, к примеру, вот пусть это будет громкость данного инструмента. Нажимаем Command-L. Крутим нужный нам регулятор. Так. Проверяем. Все прекрасно работает. Я думаю, с другими редакторами будет то же самое. Проверим, как работают пэды. Мы выбираем барабаны. Вот, допустим, на малом барабане проверим чувствительность пэда. Обратите внимание на два тачпада на MIDI-клавиатуре. Это колесо Pitch Bend и колесо модуляции. Только здесь это не колеса, а тачпады. Давайте посмотрим, как они здесь работают. Запишем один небольшой музыкальный рисунок и будем использовать звуки только Analog Lab. И первый у нас будет звук из сэмплера CMI, и это будут барабаны. Попробуем записать. Теперь запишем бас. У нас будет использоваться синтезатор DX7. Запишем арпеджиатор, и для этого мы выбрали отличный синтезатор ARP 2600. Замечательно. И теперь будем использовать спецэффект. Под уже записанный трек.
Замечательная клавиатура. Мне очень нравятся энкодеры, тактильное, по тактильному ощущению, вот пэдики, сама клавиатура. И как она вообще выглядит. Даже деревянные панельки по бокам не могут не радовать. А софт, как он круто звучит и интегрирован с MIDI-клавиатурой. По-моему, это здорово. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока! Что такое Minilab MK2? Подожди. Что такое Minilab MK2? Продолжай ждать. Это компактная универсальная MIDI-клавиатура, которая подойдет как начинающим, гастролирующим, так и настоящим клавишникам. А почему?